Как вовлечь сотрудников в процессы совершенствования? Как определить уровень вовлеченности сотрудников в развитие компании? Можно ли вовлеченность измерить? Тема большая. Я надеюсь, что сделаю несколько видео по заданной теме. Но сегодня начнем. Я расскажу о методе Gallup Q12. Так что посмотрите это видео до самого конца. И если захотите продолжение, поддержите канал LitiPro. Всем мир! Меня зовут Сергей Лити, и мне совсем не просто делать видео про вовлечение, бережливое производство на фоне того, что сейчас происходит с февраля 2022 года. Тем не менее, я считаю правильным поддержать профессионалов в области операционного совершенствования во всех странах и благодарен своим подписчикам, которые оказывают мне поддержку. Я также с пониманием отнесусь ко всем критическим комментариям, если они будут. Я прошу вас поддержать канал LitiPro. Современная компания не может развиваться, быть инновационной без вовлечения широкого круга сотрудников в процессы поиска и реализации идей по совершенствованию. Особо остро это воспринимается на фоне глобальных потрясений, тотальной нестабильности и непредсказуемости. Все, без исключения руководители, хотят, чтобы их сотрудники подавали больше идей по улучшению, творчески подходили к устранению потерь на своих рабочих местах. У кого-то это получается, и они добиваются выдающихся результатов, но таких не так уж и много. Почему же так важно вовлекать? Все достаточно очевидно. Меняются подходы к управлению изменениями. Прежде всего, мы наблюдаем переход от дискретного развития к непрерывному. Когда-то господствовала теория, что в развитии есть этап трансформации, разморозки и есть этап стабильности, заморозки. Такой подход уже давно утратил свою актуальность. Но тем не менее, все еще встречается в различных компаниях. Развитие должно стать непрерывным. Компаниям нужно создать конвейер инноваций, работа которой не останавливается ни на миг. Второе. Потребность в системной работе в области инноваций. Практически невозможно изменить лишь один локальный участок, внедрить самую лучшую инновацию, чтобы обеспечить существование компании. Множественная направленность развития требует значительных ресурсов, прежде всего человеческих. Компаниям необходимо создать конвейер улучшений, регулярный, непрерывный поток создания и внедрения инноваций. Для меня система непрерывного совершенствования состоит из 9 элементов, которые нужно развернуть в компаниях. Первое. Разработать стратегию совершенствования с акцентом на поток и людей. Второе. Организовать работу команд совершенствования во всех структурных подразделениях. Третье. Развернуть систему управления проектами. Четвертое. Запустить систему работы с идеями сотрудников. Пятое. Выстроить работу подразделения, осуществляющего централизованное управление процессами совершенствования. Начать программу непрерывного, тотального обучения сотрудников методам улучшения. Создать систему мотивации, которая бы поддерживала решение задач развития. Следующее. Обеспечить информационную поддержку. Девятое. Заручиться командной поддержкой, работать с сопротивлением изменениям. Именно так для меня выглядит система непрерывного совершенствования, которая, по моему мнению, равна или тождественна системе вовлечения сотрудников. Третье. Еще одной причиной является кризис централизованного управления развитием. Во многих компаниях ответственность за решение задач развития возлагается на отдельные структуры, такие как отделы организационного развития, Lean Office, службы качества, отделы R&D, маркетинга и тому подобное. При этом следует понимать, что ни одну задачу невозможно решить в рамках функционально обособленных структур. Кроссфункциональность задач развития очевидна, и это требует активной работы по вовлечению сотрудников в процессы улучшения вне зависимости от их функциональной принадлежности. Когда мы говорим о вовлечении, отправной точкой является понимание самого этого понятия вовлеченность в процессы совершенствования. Несмотря на кажущуюся очевидность термина, многие испытывают затруднения при попытке дать точное определение. Для меня оно следующее. Вовлеченность – это готовность сотрудника тратить свои физические, эмоциональные, интеллектуальные, временные ресурсы на достижение целей организации. Для меня вовлеченность отличается добровольностью. То есть невозможно принудить человека быть вовлеченным. Можно выделить 3 типа вовлеченности. Первое. Интеллектуальная вовлеченность. Концентрация мыслей сотрудника на выполнение работ наилучшим образом. Поиск идей по совершенствованию. Второе. Эмоциональная вовлеченность. Эмоционально положительное отношение к компании. Получение удовольствия от самой работы. Осознание ценности работы для сотрудника. Социальная вовлеченность. Поддержка команды. Коллективная выработка идей по улучшению.
Поведение вовлеченного сотрудника имеет следующие черты. Он лоялен, испытывает чувство принадлежности и связывает свое будущее с компанией. Мотивирован, прилагает усилия для достижения своих целей и целей компании. Креативен, постоянно ищет возможности для улучшения работы и достижения целей. Команден, оказывает поддержку своему лидеру и команде. Различные исследования показывают, что вовлеченный сотрудник на 21% продуктивнее, имеет большую производительность, на 87% реже увольняется. Компания с более высоким уровнем вовлеченности на 26% имеет больший доход. В общем, от вовлеченных сотрудников сплошные плюсы. Они экономически более выгодны. Сколько бы ни подвергались сомнению те или иные приведенные мной цифры. Хорошо, мы определились с понятием вовлеченность. Следующим шагом нам надо как-то начать ее мерить. Как определить общий уровень вовлеченности? Интересно, что предложите вы? Пока вы размышляете над ответом, я хотел бы вас попросить поддержать канал LitiPro. Поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, напишите комментарий. В случае, если в России YouTube будет заблокирован, ищите меня в ВК, Яндекс.Дзене, телеграм-канале LitiPro. Там также вы сможете найти все ранее опубликованные видео. Итак, для организации работы по вовлечению необходимо разработать метрики, по которым можно оценить состояние дел в этой области. Напишите в комментариях, что порекомендуете вы. Есть достаточно простые маркеры, не требующие особых усилий по сбору и обработке данных. Например, количество или доля сотрудников, подающих предложения по улучшению. Количество или доля сотрудников, участвующих в проектах совершенствования. Можно посчитать сотрудников, прошедших обучение, или считать индекс чистой лояльности сотрудников (eNPS). Все эти данные допустимы, и следует их использовать, ставить по ним целевые показатели, анализировать их динамику. И если вам достаточно, то здорово, ничего иного наворачивать не надо. Я хотел бы обратить ваше внимание, что есть методы измерения, которые дают более комплексную оценку уровня вовлеченности. И таких методов несколько. Я очень коротко опишу каждый из них, известных мне, и более подробно расскажу о том, что применяю сам. Хотел бы начать с методикой Gallup Q12, основанной на изучении 12 вопросов. Именно о нем я расскажу подробнее чуть попозже. Методология Эон Хьюитт, которая теперь называется как Кинесцентрик. Опросник насчитывает около 70 вопросов, которые позволяют оценить уровень вовлеченности и удовлетворенности работников по 19 факторам, влияющим на вовлеченность. Эти 19 факторов разделены на 6 групп. Первое – это люди. Второе – это работа. Третье – это карьера. Четвертое – это вознаграждение. Пятое – это деятельность компании. Шестое – качество жизни работника. Утрехтинская школа увлеченности работы UWEC. Опросник включает 17 вопросов. Инструмент предназначен для измерения 3 компонентов вовлеченности. Первое – это энергичность. На работе я чувствую себя наполненным энергией. Второе – энтузиазм. Моя работа меня вдохновляет. Третье – поглощенность деятельностью. Когда я работаю, время летит. Это, пожалуй, 3 самые распространенные методики анализа. Но есть и другие. Например, методика Мэя, Гилсона и Хартера. Методика Сакса. Методика Рича, Лепина и Крофорда. Экспоненциальная модель вовлеченности. Уверен, что я назвал не все возможные варианты. Наиболее часто я применяю в исследовании общего уровня вовлеченности адаптивные методики, созданные командами для конкретных организаций. Ведь согласитесь, что у каждой организации могут быть свои отличительные черты вовлеченности, учитывающие корпоративную культуру, традиции, модель лидерства и другие факторы. Если вам интересно, как создать адаптивные методики оценки вовлеченности, поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, и я сделаю отдельное видео. Спасибо! Для того, чтобы не оставлять зрителей этого выпуска без полезной информации, поделюсь методологией Gallup Q12. Этот метод оценки вовлеченности сотрудников основан на масштабном исследовании компании Gallup International, который основывается на изучении более 80 тысяч подразделений различных компаний и более миллиона сотрудников. Методика проста, и вы можете ее легко провести в своих организациях. Предлагается 12 вопросов. Вопросы с 1 по 2 раскрывают базовые потребности сотрудника. Вопрос номер 1. Знаете ли вы, что ожидает от вас работодатель? Второй. У вас есть материал и инструменты, необходимые для качественной работы. Вопросы с 3 по 6 посвящены личному вкладу сотрудника в процессы компании. Третий. У вас есть возможность каждый день делать то, что вы умеете лучше всего.
Четвертое. За последние 7 дней вы получали признание или похвалу за хорошую работу. Пятое. Считаете ли вы, что ваш руководитель или кто-то на работе заботится о вас как о личности? Шестое. Кто-нибудь на работе способствует вашему развитию? Вопросы с 7 по 10 посвящены атмосфере на рабочем месте. Седьмой вопрос. Учитывается ли ваша точка зрения на работе? Восьмое. Миссия и цели компании заставляют вас чувствовать, что ваша работа важна. Девятое. Считают ли ваши коллеги своей обязанностью качественно выполнять свою работу? И десятое. У вас есть лучший друг на работе. Вопросы с 11 по 12 раскрывают потребность сотрудника в личном росте и профессиональном развитии. 11 вопрос. За последние полгода кто-нибудь на работе говорил с вами о ваших успехах? 12 вопрос. В прошлом году у вас были возможности учиться и расти на работе? На каждый вопрос можно ответить «да» или «нет». Или же есть вариант, когда ставится оценка от 1 до 5, где 5 это «да», а максимальном проявлении. Исследование проводится путем анкетирования сотрудников. Чем больше их задействовано, тем более точный результат можно получить. После сбора всех анкет производится подсчет всех ответов «да» или всех баллов, полученных во всех анкетах. Сам уровень вовлеченности рассчитывается как отношение суммы ответов «да» к количеству всех ответов, помноженное на 100%. При этом количество всех ответов можно узнать, перемножив количество полученных анкет на 12. Например, было получено 300 анкет с ответами. Сумма всех вопросов в анкетах 300 умножаем на 12 равно 3600 вопросов. Сумма ответов «да» во всех анкетах 2700. Если поделить 2700 на 3600 и умножить на 100%, получим уровень вовлеченности равный 75%. Все достаточно просто. При использовании шкалы от 1 до 5 уровень вовлеченности будет равен отношению суммы всех ответов к сумме максимального значения, помноженного на 100%. Пожалуй, лучше на примере. У нас по-прежнему 300 анкет. Сумма всех баллов по ним составляет 13500 баллов. Сумма максимального допустимого значения равно умножению количества полученных анкет 300 на 12. Столько вопросов в анкете. И на 5. Получим 18 тысяч баллов. Делим 13500 на 18 тысяч, умножаем на 100% и получаем 75%. Полученный результат необходимо сравнить со шкалой вовлеченности. При значении менее 50% уровень вовлеченности слабый. При значении от 50 до 70% средний. Выше 70% высокий. При получении значения, уровень которого не соответствует вашим ожиданиям, не стоит расстраиваться. Необходимо провести анализ факторов, влияющих на уровень вовлеченности, и отслеживать динамику. Методика Gallup Q12 не является единственной или идеальной. Можно создавать адаптированные под цели и задачи организации методики. Впрочем, это тема отдельного разговора, и если вы хотите продолжения, поддержите канал LitiPro. А на сегодня это все. Берегите себя. Всем мира!